Весной 1885 года в глуши рядом с поселением Редклифф стоял грубый аванпост. Пыль, дым от костров и запах усталых лошадей были здесь такими же обычными, как мужские разговоры о цене скота. На окраине кто-то сбил простую платформу, и перед ней собралась толпа. На досках стояла босая женщина. Грубый мешковый лоскут закрывал ей лицо, запястья были перетянуты так туго, что руки дрожали. Она молчала, глядя куда-то поверх толпы. Аукционист в потрепанном жилете ударил молотком. Последний лот. Женщина без имени. Работает, подчиняется. Старт — $1. Толпа заржала, выкрикивая грубые шутки. Никто не поднимал руку, пока через людей не прошел мужчина в пыльном длинном плаще. Его звали Джек Тэтчер, и он лишь сказал: $1. Аукционист удивился. Даже не хотите увидеть ее лицо? Я покупаю не лицо. Я беру человека, ответил Джек. Ваше имя для записи? Джек Тэтчер, живу к востоку от Редклиффа. Аукционист повернулся к женщине. Теперь вы замужем. Назовите свое имя. Сначала было тихо, потом из-под ткани прозвучал хриплый голос. Лили Мерсер. Джек лишь мельком взглянул на нее, поднялся на платформу, развязал ей запястье и молча увел. Дорога к его хижине тянулась под соснами. Лили шла за ним медленно, все еще с мешком на голове, будто не зная, что делать со свободой. Хижина оказалась маленькой, но крепкой, с кучей дров у стены и старой подковой над дверью. «Здесь тебе никто ничего не указывает», — тихо сказал Джек. Лили забилась в угол, а он разжег огонь и приготовил рагу. Поставил миску рядом с ней, не заставляя подходить. «Для кого вторая миска?» — наконец спросила она. «Для моей жены», — ответил он. «Она умерла. Но я ставлю ее, чтобы помнить и чтобы знать, что дом все еще живой». Лили ели под мешком, но доела все. И в ту ночь уже не дрожала. Позже, когда ветер стонал в соснах, Джек рассказал ей о зиме, когда застрял в горах. Его нашли руки женщины в мешке на голове, выходили, спасли. Она исчезла, оставив клочок ткани с вышитыми фиолетовыми цветами. Теперь, услышав голос Лили, он понял, это была она. Лили сняла мешок. На ее щеке тянулся кривой старый шрам, след того, как хозяин пансиона попытался взять силой. Она сопротивлялась, он упал, разбился, а ее обвинили. Чтобы скрыть позор, ее продали. «Я устала прятаться», — сказала Лили. «Спасибо, что сказала», — только ответил Джек. Жизнь в лесу стала тише. Лили трудилась по хозяйству, Джек строил на поляне деревянную арку, не говоря зачем. Но опасность вернулась в виде охотника по имени Форд Кауэн, который разыскивал женщину со шрамом. Лили сама решила надеть мешок вновь, не чтобы прятаться, а чтобы заманить его в ловушку. Утром она уехала на восток, Джек, к шерифу. Форд клюнул. В узком ущелье его настигли шериф и люди. Его арестовали без боя. Когда все закончилось, Лили сама сняла мешок. «Он больше не держит меня. Теперь это просто вещь». Через несколько дней шериф привез письмо из суда. С показаниями женщины, что когда-то отвернулась, теперь не отвернулась. Все обвинения против Лили Мерсер сняты. Она вышла на поляну, где стояла арка. Джек вбивал последний гвоздь. «Я хочу использовать мешок», — сказала она. «Но не чтобы скрываться. Чтобы выбрать, кем быть». Мешковина стала вуалью, вычищенной, отстиранной, с вышитыми фиолетовыми цветами. Лили шила ее сама. На их простую церемонию подаркой пришли только свои. Анна Тернер, старый кузнец, пекарь. Джек ждал Лили под солнцем и тенью сосен. Она подошла уверенно. «Ты всегда была той, кого я выбирал», — сказал он. «А ты тем, кого выбираю я», — ответила Лили. Они поцеловались, и лес вокруг, некогда пугающий, стал домом. В тот вечер Лили держала вуаль на коленях и сказала: «Раньше это был символ всего, чего я боялась». «А теперь?» — спросил Джек. «Теперь всего, что я выбрала сама. И среди высоких сосен, в тишине, где раньше жили только тени». Лили Мерсер и Джек Тэтчер нашли не забвение, а возвращение к себе.